Объемный звук, стабильное соединение со смартфоном, хорошая передача голоса при разговоре с ENC шумоподавлением, поддержка голосового помощника, автоматическое подключение при открытии крышки бокса, долговечная батарея, управление через сенсорные панели тапами, игровой режим, глубокий бас с четким вокалом. И обо всем этом нам, разумеется, обещают в рекламе к наушникам. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь на канал с колоколом, перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется эта модель в компактной коробке из плотного картона в желто-черном цвете. На коробке помимо небольшого слогана компании ничего нет. Внутри все аккуратно уложено и никаких резких запахов мною обнаружено не было. В комплект входит зарядный кейс, наушники, кабель для зарядки с USB на Type-C, дополнительные 2 пары амбушюр разных размеров и краткое руководство пользователя без русского языка, но есть английский. Габариты кейса составляют 56 на 44 на 27 мм, а его вес равен 37 граммов. Вес одного наушника 4,4 грамма, габариты не маленькие, 35 на 21 мм. Звуковод круглой формы с обыкновенной сеточкой. Сам звуковод довольно длинный, за что от меня минус. И его размеры 5,9 на 5,7 мм. Летим дальше. В продаже есть 2 варианта расцветки. Это черная и белая. В кармане кейс много места не занимает. Сам кейс изготовлен из матового пластика. Качество материалов что кейса, что наушников не на свою стоимость, а хуже, я считаю. Корпус марки не особо устойчив к царапинам. Далее на корпусе расположили логотип компании Мифа, 4 индикатора и разъем для зарядки Type-C. Крышка кейса открывается с треском и ступенчатым хрустом. В целом это никак не влияет на работу устройства, но, конечно же, это минус сборки. Ко всему, фиксации крышки в открытом положении нет. Хлопок при закрытии кейса звонкий, но не раздражающий. Внутри кейса есть 2 места под наушники с контактами для зарядки и обозначениями левого и правого наушника. Переходим к наушникам. Наушники изготовлены тоже из матового пластика черного цвета. Дизайн ничем не примечательный, пластик марки, амбушюры лично меня вовсе не впечатлили. Посадка плотная, но наушники слегка выпирают из ушей. Под шапкой они доставляют дискомфорт, как и после 2 часов прослушивания музыки. Пассивная шумоизоляция неплохая, во время пробежки из ушей данная пара не выпадает. На борту защита от влаги IPX7, и это значит, что они не боятся пота и небольшого дождика. При небольшом погружении в воду они выжили, но повторять данные действия однозначно не стоит. Далее, на корпусе каждого наушника расположены контакты для зарядки, микрофоны, маркировка левый и правый и сенсорная панель для управления доступными функциями. Тапами можно включить-выключить наушники, принять или сбросить вызов, переключать треки, включать или отключать игровой режим и вызывать голосового помощника. Тапы срабатывают хорошо, но не всегда корректно, но в целом адекватно. Включение игрового режима сопровождается озвучкой женским голосом. Переназначить команды возможности нет, так как нет поддержки приложения, точнее самого приложения нет. Перейдем к основным характеристикам. Оснащены Мифой 10-мм динамическими драйверами полного диапазона. Наушники к телефону подключаются с большим трудом. Отмечу, что есть проблемы с синхронизацией левого и правого наушника, и чтобы подключить 2 наушника к одному устройству, мне пришлось попотеть. Ко всему, через некоторое время левый наушник отказался работать. По одному наушники работают, как вы уже поняли, перед подключением, которое я успел зафиксировать, было не бесшовным, а с небольшой задержкой. Данная пара автоматически подключается к ранее сопряженному устройству. Мультипоинта, разумеется, нет, только если не подключить один наушник к одному устройству, а второй к другому. Также нет датчиков обнаружения, активного шумоподавления и режима прозрачности. Далее, емкость аккумулятора кейса 500 мАч. Перезарядить наушники от бокса можно 3,5 раза. Полный цикл зарядки кейса занимает 1 час 58 минут. Беспроводной зарядки, конечно же, нет, а вот саморазряд есть. Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 40 мАч. Полный цикл зарядки занимает 1 час 15 минут. 100% заряда хватает на 3 часа 25 минут при прослушивании музыки на 65% громкости. Левый наушник всегда разряжался на 20 минут раньше. Далее, версия Bluetooth старенькая, 5.0, из кодеков на борту SBC и AC, задержка на YouTube и в играх с включенным режимом низкой задержки приемлемая. И примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны работают не очень качественно, для хорошего звука придется создавать идеальные условия, поэтому не советую пользоваться микрофонами в данных наушниках. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофона без
беспроводных наушниках Mifra X180 Earbuds. И, разумеется, наушники довольно сомнительные, но я их купил, и, возможно, вы планировали бы приобрести на какой-нибудь из распродаж. Поэтому, я думаю, лишним не будет. Микро работает, мягко сказано, плохо, и особо разоряться даже про то, что микрофоны телефонов работают лучше, я не буду, потому что, мне кажется, микрофоны большинства наушников будут работать лучше, чем эти. Звучание. Не сказал бы, что они громкие, да и по звуку данная пара не особо удивила. Звучание с акцентом на низкие частоты, но сам бас плохой, поэтому их даже полноценно басхедными не назовешь. Середина неплохо проработана, да и вокал звучит приятно, но значительно хуже, чем новинки в этой ценовой категории от Realme, Redmi и не только. Но опять же неудивительно, так как это старая модель. Минусы. Основной минус — это брак, который встречается не только мне, ну и, разумеется, на данный момент эта модель не актуальна вообще. Резюмирую. Как по мне, плохая модель от компании Mifra. Преимущества у нее перед другими моделями в бюджетном сегменте отсутствуют, поэтому от меня девайсу нет. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Для примера, сегодня Poco M6 Pro спокойно по 14 тысяч. Можно дешевле 70 найти Xiaomi 14 в глобалке. Еще много всего веселого. Мой личный телеграм-канал и телеграм-канал взаимопомощи. Добра и удачи вам, дорогие друзья!